Я всех приветствую, дамы и господа, вы молодцы. Вы собрали 424 лайка на момент написания этого сценария, поэтому этот ролик вышел в кратчайшие сроки. Для удобства повествования ролик будет содержать акты, рассказывающие отдельные аспекты во вселенной Вальхейм. Всего их будет 5. Как и обещал, в этом ролике я расскажу вам абсолютно все о вселенной Вальхейм, а также о истинном сюжете игры. Какая цивилизация была до того, как наш главный герой прибыл сюда, да даже до того, как сюда прибыли боссы. Кто строил замки из камня? Откуда появились фулинги? Тролль в черном лесу вообще не из вселенной Вальхейм, представляете? Что? В Вальхейме, возможно, есть метеориты. Я поведаю трагичную историю Ульфа и Астрид, которые были такими же, как мы, прибывшие в Вальхейм. В общем, впереди вас ждет очень много всего интересного, поэтому реально заваривайте чаек, берите побольше еды и наслаждайтесь. Хочу выразить огромную благодарность Валерию Еремееву и Дмитрию Блейду за поддержку канала. Мир 10-го скандинавского мира Вальхейм не так прост. Он намного загадочнее, чем вы думаете. Хоть и игра на первый взгляд кажется достаточно простой, ламповой песочницей, где вы строитесь, готовите, немножко сражаетесь, немного убиваете боссов и в основном пребываете в созидании. Несмотря на это, игра наполнена различными загадками и таит в себе кучу тайн. Если не брать во внимание, что игра в жанре выживания, у нее есть полноценный сюжет. То есть мы по сути не просто строимся, не просто сражаемся, добываем еду, убиваем боссов ради ресурсов. У всего этого есть четкая цель – сюжет. И да, напомню, что игра в раннем доступе, то есть в игре нет еще примерно 40% как сюжета, так и контента в целом. И игру так никто еще и не прошел, потому что пока это сделать просто невозможно. Когда игра выйдет полностью, мы сможем ее пройти наконец-то и закончить сюжетную арку. Какой она будет, одному Одину известно. О сюжете мы поговорим чуть позже. Акт 1. Рунные камни. Начнем, пожалуй, с вселенной игры Вальхейм. Как я и говорил ранее, мир этой игры более загадочен, чем вы думаете. И найти ответы на вопросы порой трудно. Наверняка игроки, которые прошли игру вдоль и поперек, задумывались и пытались найти больше информации о лоре игры в интернете. Но, увы, даже если зайти на официальный сайт игры, вот что мы там сможем прочитать. Погибшие в битве воин, валькирии перенесли твою душу в Вальхейм. 10-й скандинавский мир. Осажденный порождениями хаоса и древними врагами богов, вы – новейший хранитель изначального чистилища, которому поручено уничтожить древних соперников Одина и навести порядок в Вальхейме. Почему именно Вальхейм? Что это за мир такой вообще? Откуда здесь порождение хаоса? Ведь в игре мы натыкаемся на достаточно мирные древние цивилизации. Поручено уничтожить соперников? Зачем? Зачем это Одину? Кто был здесь до нас? Эти вопросы и многие другие у меня лично возникли сразу, как я прочитал это. Разработчики предлагают найти ответы на вопросы самостоятельно, исследуя мир Вальхейм. И в этом нам будут помогать рунные камни, которые разбросаны на разных биомах. Рунные камни повествуют нам об этом мире. По сути, это единственный источник информации о мире игры. Об этом мне сообщил сам разработчик игры, который занимается как раз таки наполнением сюжета. Разработчик Iron Gate иногда помогает мне в предоставлении информации, которой нету в интернете, и помогает готовить такие ролики, как Культ Волка. Вот что мне ответил Монтелье. Что касается большей части лора Вальхейма, мы не хотим делать его слишком явным и фиксированным. История игры, за исключением текста во вступлении, передается игроку в основном через рунические камни, которые можно найти в мире, пишет Монтелье. Поэтому в основном я буду рассказывать о мире игры, опираясь на рунные камни. Я собрал всю информацию, включая рунные камни, которая большая часть из них, и готов рассказать вам про 10-й скандинавский мир немного больше, чем вы знаете. Акт 2. Что было до? Давным-давно мир Вальхейм был домом для расы гордых и благородных людей. Они строили огромные башни, которые касались облаков, и копали глубоко под землей в поисках драгоценных металлов. Но их гордость погубила их. Они бросили вызов самим богам и начали войну против асов и ванов, полностью уничтожив себя. Великий Один сравнял с землей и города, а Локи сжег их шахты в огне. Могучий Тор разрушил их башни, а Фрея засеяла их поля солеными слезами.
Теперь они погружены в глубины многих сотен лет. Ни в одной песне не поется об их историях. И земля забрала их города. Но гордость нельзя убить полностью. И воины, сражавшиеся в той последней битве, не сдадутся. Пока их тела не превратятся в прах, а прах давно исчезнет. Они возвращаются как драугры, нечестивые ходаки в древних доспехах. Создания ржавчины и отчаяния. Сломайте их, похороните их. Дайте им знать, что они мертвы. Коренным населением мира Вальхейм являются нынешние драугры. Это не просто убитые воины, которые бродят полумертвы. Это древняя раса, которая населила мир игры когда-то. Именно поэтому драугров можно встретить не только на болотах, но и в других биомах. Их каменные башни можно встретить в горах, в Черном лесу, а деревни драуграх, о которых я рассказывал в отдельном ролике, можно встретить на равнинах или на пересечении биома с ним. Когда-то эти биомы населяли целые города и поселения. У них был свой быт, свой очаг и дом. Это было настолько давно, что остатки этой цивилизации уже с трудом можно встретить. Некоторые из древней расы, я буду их так называть, сохранились до сих пор. Свет на это пролило недавнее обновление Культ Волка. В ледяных пещерах живет тот самый Культ Волка, который изгнала древняя раса из-за расхождений во взглядах. Подробнее об этом смотрите мой ролик про Культ Волка. Ссылки в описании и в конце видео. В те времена, когда раса Вальхейма процветала, в этом мире не было ни грейдворфов в лесах, ни троллей там же, и даже гоблинов на равнинах. Мир существовал в созидании и процветал. Все было хорошо. До войны с ванами и асами. После того, как Один уничтожил полностью древнюю расу Вальхейма, этот мир был обречен. Он опустел, стал диким и пустым, стал пристанищем для всякого сброда и тварей, что блуждали по мирам. После того, как Один объединил миры, он знал, что Вальхейм — это пустой и уже мертвый мир. И вот после того, как он низвергг ванов, великанов и других существ, среди них были и те, кого нельзя убить. И Один сослал их навечно сюда, в Вальхейм. И назывались те существа падшими. Когда они идут, всю землю сотрясает дрожь. Вы узнаете их, когда увидите. Речь про троллей. Они не из этого мира и когда-то жили совсем в другом месте. Тролли, как и наш главный герой, здесь гости. Древние гости, для которых в нынешнее время Вальхейм — это их дом. В это же время сюда были сосланы другие падшие существа и боги, намного могущественнее и опаснее. Их всего 7. 5 падших богов мы уже знаем. Получается еще 2. Где же будут следующие 2 босса? На туманных равнинах 100%. Об этом разработчики уже сообщили. Остается 1. Океан, Дальний Север или же Пепельные поля. Или же боссов будет больше. В общем, пишите ваши догадки в комментариях. Акт 3. Падшие боги. Вместе с изгнанными богами в этот мир попали и существа, которые либо служили, либо впоследствии примкнут к сильным из богов, либо боги сломали их волю, и от безысходности ничего не оставалось, как пойти на службу к ним. На равнинах это фулинги, которые когда-то служили Яглуту. После его свержения им ничего не оставалось, как начать строить свой быт здесь, в Вальхейме. И, видимо, Яглут умер не так давно, судя по аграрному развитию этих мелких динозавров, либо они просто тупые. Хотя с них хвалится черный металл, но обрабатывать его они так и не научились. Яглут, в свою очередь, древний колдун, измученный горечью и влачащий по песку остатки своего сломленного тела, который успел дать силу и знания своим последователям. Так и появились шаманы у фулингов, обладающие магией огня. В горах обитает падший бог Матерь, Моудер. Ее яйца можно встретить в горах, их охраняют самцы. На вечного служения у матери. Они также попали сюда с изгнанием. Насчет големов информации нету, но я рискну предположить, что мать, используя свою магию, создала их для охраны из камня и льда. После изгнания один из павших упал на болото. Впитал в себя все вокруг. От остатков костей и металла до гнилых деревьев и местной слизи. Принял бесформенную массу, называемой массой костей, породив собой после себе подобных мерзких существ во служении. В Черном лесу оказался 4-й падший, древний. В прошлые века он был побегом самого великого древа Игдрасиль, которое простирается в небесах мира Вальхейм и соединяет все 10 миров. Древний был сильный и мудрый в те дни, когда люди и деревья были друзьями. Теперь он презирает топор и выступает против творения самих богов. Один изгнал его сюда из-за его гордыни. Древний, великое существо, с помощью своей магии он заразил этот лес своей сущностью. Корни его глубоки, как написано на камне. Отныне любой человек с черной душой, убийца, падший в этом лесу или убитый ранее, на это место стягиваются камни, древесина и мох.
торф превращается в плоть, корни свиваются в кости, вместо кожи у них лохмотья. Эти твари не должны ходить по земле, но встают из своих обиталищ, лишь солнце садится за горизонт. Если вы встретите Грейдворфа, не медлите, сразу же доставайте меч. Или же зажгите факел, ведь если твари чего и боятся, то света. Эйктюр, последний падший бог в биоме луга, сразу навевает на мысль о сходстве с мифическим божеством в скандинавской мифологии Эйктюрниром, который гуляет по крыше Вальгаллы и объедает крону Игдрасиля. С его рогов стекает роса, которая дает начало всем рекам. Но очевидно, самый первый босс в игре Вальхейм — это не он. Ведь зверей Игдрасиля, к которым относилось божество Эйктюрнира, достаточно много. Эйктюр, которого мы знаем в Вальхейме, видимо, чем-то не угодил Одину, раз тот решил сослать его сюда. Информации как таковой про него нету. Возможно, мы что-то узнаем больше, когда игра выйдет официально. Еще один из падших Вальхейм монстров стал Суртлинг. Его схожесть с великаном Суртом в этот раз прямая. Вот что гласит рунный камень на болотах. Много лет тому назад исполинский демон Сурт был повержен первыми людьми, воинами-великанами, вашими праотцами, кому вы лишь жалкое подобие. Они обрушили на пламенного Сурта мощь своих мечей и молотов и раздробили его на множество мелких осколков. Сурт был соткан из огня, тот пронизывал каждую частицу его сущности. После него не осталось мозга или печени, ведь каждый осколок был Суртом. И хотя демон сгинул, он продолжал существовать. В его осколках сохранились обрывки памяти и былой мощи, но им было уже не суждено вновь обрести целостность. Эти осколки и есть Суртлинги. Акт 4. Наши дни. Время шло, и мир Вальхейма менялся. Мир, который должен был стать чистилищем для всякой нечисти, тюрьмой для падших и изгнанных. Но уже местные боги наращивали свою мощь здесь, в Вальхейм, чтобы отомстить тому, кто их сюда поместил. Самому Одину. Почувствовав нарастающую угрозу, Один решил очистить мир Вальхейма от хаоса, который там сейчас царит. Он приказал валькириям сопровождать павших воинов не в Вальгаллу, а в Вальхейм. Отсюда, кстати, и название, что Вальхейм — это, можно сказать, временная Вальгалла, и оно созвучно. Сопровождать их для того, чтобы получили второй шанс, чтобы они явили падшим волю Всеотца. Мы далеко не избранные самим Одином, мы лишь одни из многих, и мы не первые, и мы не последние в этом мире. Когда Один стал перенаправлять убитых воинов в Вальхейм, прошло тоже немало времени, и первые войны здесь были далеко не мы. Исследуя мир Вальхейм, можно наткнуться на рунные камни, которые рассказывают судьбу некоторых таких же пришедших. Например, Харальд, который оставил послание о себе на камне. «Добрый друг, возложи руку на этот камень и вспомни Харальда, который вырезал его. В Мидгарде я потерял свою жизнь на поле боя, но в Вальхейм мне вернули ее. И мои битвы продолжились. На зеленых лугах я сражался с Эйктюром, великим оленем. Он выколол мне глаз. В глухом лесу я спас одного старика. Драугар тогда выстрелил в меня. Я все еще чувствую стрелу между ребер. На склоне горы я сражался с матерью драконов. Она откусила мне ногу, и теперь я должен ходить с посохом. Моя последняя битва уже близка. Когда я усну в этот раз? Где я проснусь?» Еще один камень, рассказывающий судьбу уже целых 20 воинов. Нас было 20, а теперь 2. Агда умирает. Стрела Драугара пронзила ее сердце. Я попрощаюсь с ней у этого камня и развею ее пепел по ветру. Затем повернусь я лицом к высочайшей горе и найду там крылатого. Да подарит мне Один достойную смерть. Деревянные дома, которые вы можете встретить на лугах и болотах, не что иное, как бывшие дома таких же странников, принесенных валькириями. Но самое примечательное упоминание людей — это Ульф и Астрид. Рискну предположить, что это были первые, кто сюда пришел. Астрид упоминает, что находится здесь уже долгие 7 лет, и спустя столько времени Один только заговорил с ней и поведал о том, что ей нужно сделать. На 7-м году жизни в Вальхейме здесь со мной заговорил Всеотец. Я пробудилась ото сна и обнаружила, что его слова превратились в льдинки от сильного холода и рассыпались по земле вокруг меня. Когда я согрела их в руках, они оттаяли и передали мне его послание, слово за словом. «Убей павших, отруби им головы, принеси их на алтарь, и я приду».
То есть недостаточно просто прибыть в этот мир и нести волю Одина. Нужно еще доказать, что ты достоин сражаться с падшими богами. Поэтому Один и наблюдает за вами, смотрит на то, как вы справляетесь с трудностями, как вы выживаете в этом мире. И если вы достойны, Один заговорит с вами. Конечно, в игре такого момента, чтобы Один с вами разговаривал, нет. Но сам факт, что в лоре это прописано, это означает, что это неотъемлемая часть сюжета. Ну и наконец, Ульф. Ветеран Вальхейма. Судя по рунным камням, ему удалось зайти дальше всех и прожить дольше всех, учитывая, насколько много он оставил камней со знаниями об этом мире. Он упоминает, что обошел все биомы и даже был на равнинах, но жара ему не понравилась, поэтому он не стал долго останавливаться в этом биоме. Также Ульф упомянул про Яглута. Он его буквально описал. Видимо, ему довелось лицезреть схватку какого-то храбреца с ним, но Ульф сам участия не принимал. Учитывая, насколько древние руничные камни, Ульф и Астрид уже давно погибли в мире Вальхейма. Надеюсь, они нашли достойную смерть, и их души уже пируют в чертоге Одина. Но эта надежда, увы, тоже удручает. Дело в том, что то, что мы в игре умираем, а появляемся в кровати, это не просто технический респаун, а это неотъемлемая часть лора игры. Вот что гласит рунный камень. Я много раз перерождался в этом мире. Я умирал снова и снова, только для того, чтобы проснуться в своем собственном доме. И все же мне интересно, сколько еще раз я буду возвращаться вот так. Фриду похитила змея, и ее кровать до сих пор пуста. Бьярни был укушен пополам троллем, и с тех пор ни одну из половинок никто не видел. Повсюду руины тех, кто был до нас, но где руки, которые их построили? Возможно, когда воин теряет желание оставаться здесь, он больше не может вернуться. Вот такая вот грустная по своей сути судьба нашего главного героя и всего мира Вальхейм. Когда вы будете в следующий раз беззаботно собирать ягоды в солнечных лугах и разводить беззаботно кабанчиков, задумайтесь, сколько потерянных жизней окружает вас. И вот, когда вы будете случайно проходить мимо рунного камня, Ульфа или Астрид, остановитесь, достаньте медовуху и выпейте в их честь. Почтите их память, мужество и храбрость, которые они проявили в этом жестоком, холодном и пустом мире под названием Вальхейм. Потому что, учитывая, что мы здесь, как бы усердно ни старался Ульф и Астрид, видимо, они не справились с задачей Одина. И неизвестно, где их души сейчас. Интересные факты. К слову, еще один интересный факт, который можно прочитать на рунном камне. Рядом с этим местом я увидел звезду, сорвавшуюся с великой завесы ночи и упавшую на песок. Когда я подошел, она светилась красным, но к утру остыла. Благословен будет меч и печь, пищу приносящая, железный дар богов. Я думаю, речь идет про огнеметалл. Ведь он красный и все-таки металл. Но рунный камень был на равнинах, там кругом песок. Значит ли это, что в будущем в игре появятся падающие звезды? Задумка интересная, я надеюсь, разработчики реализуют данные приколы. Либо речь идет вовсе про черный металл. Ведь неизвестно, откуда они у фулингов. Они просто у них есть, причем металл не обработанный. Ни шахт, ни подземелий мы не видели. Да и сами фулинги используют деревянные копья. Откуда у них этот металл? Возможно, звезды или метеориты, которые падают с неба на равнины, фулинги просто собирают и коллекционируют, судя по всему. Если это так, то черный металл означает, что это металл, пришедший из космоса. Надеюсь, разработчики либо дадут пояснения по этому поводу, либо расскажут нам об этом в будущем. Акт 5. Сюжет. Ну и наконец, мы переходим к сюжету игры. Вселенная мира Вальхейм намного сложнее и объемнее, чем настоящий сюжет игры. Несмотря на то, что игра еще не полностью наполнена как сюжетом, так и лором, потому что она в раннем доступе, а в будущем мы увидим новые рунические камни с новой информацией. В игре все равно можно уже сложить сюжет. Наш главный герой должен доказать Одину, что он достоин нести его волю, и спустя время Один скажет ему, что тот срубил головы всех 7 падших богов и принес эти головы на алтарь, и тогда сам Один явится к нам. Я так понимаю, в игре. Ну и после этого мы попадаем либо в Вальгаллу, либо остаемся здесь как правители мира Вальхейм. Вот так вот пока что все просто о сюжете этой игры. Возможно, разработчики будут скрупулезно наполнять контентом весь оставшийся сюжет игры, на что мы и надеемся. В любом случае, узнаем мы это не скоро, поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить свежий и качественный контент. Я всех благодарю за просмотр. Это был тяжелый и сложный ролик. Так как монетизации нету, лучшая ваша поддержка — это лайки и комментарии. Это очень сильно помогает каналу делать подобные ролики. Так уж работает YouTube, так как все эти пункты влияют на продвижение канала и ролика. Мои бравые воины,
Викинги, Валькирии. В связи с тем, что Ютубус реально могут заблокировать, я настоятельно рекомендую подписаться на мою группу ВК, там анонсы роликов, новости. Ну и если заблочат YouTube, туда будут выкладываться видосы. Наш активный Discord канал, Telegram канал, куда тоже будут выкладываться только ролики. И обязательно Twitch канал. Там проходят регулярные стримы, и Вальхейм скоро тоже будет только там. Это все нужно, чтобы мы с вами в случае чего не потерялись. Давайте опять добавим мотивации друг другу. В прошлом ролике вы очень быстро собрали 300 лайков. Вы собрали 432 лайка, что для меня было приятным удивлением. И сейчас давайте попробуем, да хотя что попробуем, мы соберем 700 лайков. Если 700 лайков собирается на этом ролике, я делаю крайне необычный ролик по Вальхейм, но зато очень интересный. Намекну одним словом: спидран. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Я вам желаю добрейшего FPS и пока.